Мы начинаем сериал «500 секунд правды об Украине». Мы расскажем о чуждом нашему народу польско-австрийском проекте Украины. Откроем глаза на чудовищную ложь, положенную в его основу. Вы узнаете, кто и зачем придумал украинскую нацию, о ее истории, построенной на подлоге и мистификациях, забвении своего прошлого, прославлении изменников и предателей. От Киевской Руси до наших дней мы будем раскрывать мифы проекта Украина, направленные на раскол русского единства. Вы узнаете о происхождении древних укров, термина «Украина», о создании мовы, об Иуде Мазепе, садисте Бандере, горе-президентах от Кравчука до Януковича. Смотрите и слушайте. Миф первый. Украина – наследница Киевской Руси. Начнем издалека. XI век. Расцвет Киевской Руси. Сегодня всем внушается, что это и есть современная Украина, а так называемые московиты, населявшие Московию, совершенно другой народ. Смотрим на карту. Киев, Чернигов, Новгород, Ростов, Рязань. От Ладожского озера до притоков Днепра. Один народ. Общая история как минимум с IX века. Говорят на одном языке. Повсеместно правят династия Рюриковичей. Весь мир зовет их русскими. Никаких укров нет и в помине. Вот это русские дружинники, а это предок укров. Похоже, не правда ли? Открываем учебник истории Украины за 7 класс. И с удивлением узнаем, что древняя украинская нация возникла 140 тысяч лет назад. Можете себе такое представить? Человек появится примерно 40 тысяч лет назад, а укры к этому времени уже 100 тысяч лет бьют мамонтов, что лишний раз доказывает их нечеловеческую природу. Правят же на Руси русские же князья. Но укровская история делит их на своих и чужих, правильных и неправильных. Владимир Мономах – правильный, украинский князь. А вот его сын Юрий Долгорукий – неправильный, потому как клятый москаль и основатель Москвы. А уж внук Мономаха Андрей Боголюбский и вовсе враг и разбойник. Его местная власть не пускала княжить в Киев. Так этот кацап взял и перенес столицу Руси во Владимир. Идем дальше, 13 век. Монгольское нашествие на Русь. В 1240 году они штурмом берут Киев и до основания разрушают его. На южнорусских землях запустения жизнь перемещается на север, во Владимир и Москву, где под рукой тех же Рюриковичей со временем объединяются русские земли и возрождается государство. Южная Русь, современная Украина, прекращает на 4 века самостоятельное существование и рассматривается только как часть польской и литовской истории. Стольный град Киев, мать городов русских, по описанию путешественника Плана Карпини представлял собой в 1246 году ничтожный городок в 200 дворов. Более 2 веков он лежит в руинах, сохранившись лишь как один из религиозных центров. И управлялся он во второй половине XIII века владимирскими наместниками, ордынскими баскаками, местными князьями, имена которых истории неизвестны. Местная знать продолжает дележ власти. За 86 лет до монгольского нашествия в Киеве сменился 41 князь. Правили они по году 2, убивали и изгоняли друг друга, разоряли земли в междоусобицах, что и предрешило падение княжеской династии. Самый предприимчивый Даниил Галицкий, князь Галицкий, вместо собирания русских земель решил стать королем и получил в 1254 году из рук папы римского королевский титул. Евроинтегрировался, говорят о современном. В итоге Галиция с 1392 года становится польской провинцией и практически на 7 веков до знаменитого пакта Молотова-Риббентропа потеряла связь со своими сородичами. Так на этих землях начинает зарождаться нация изменников, стремящихся забыть свои древнерусские корни, а современная Галиция достойно продолжает их дело. Раздробленная, запустелая и лишенная сил Южная Русь не обнаруживает никаких признаков образования государственности и практически без сопротивления покоряется литовцам. До края Русь дошла, до самого последнего предела. В 1321 году киевский князь Судислав признает себя вассалом Литвы, а в 1362 великий князь литовский Ольгерт окончательно покоряет все южнорусские земли, которые со временем переходят под власть Польши. В 1299 году из Киева в Владимир, а затем в Москву переводится резиденция митрополита,
и славный некогда Киев постепенно низводится до уровня уездного городка. В противостоянии с врагами за русские земли только Северная Русь отстояла их. Иван III принимает титул государя всея Руси. Он объединяет русские земли и в 1480 году изгоняет ордынцев. Итак, Киевская Русь исчезла. Никакой Украины не появилось, и до Переяславской Рады установилось господство литовской и польской шляхты. Южнорусская знать и возглавлявшие ее местные Рюриковичи предали свой народ. Не нашлось среди них своего Александра Невского и Дмитрия Донского. Нет ни одного имени достойного уважения и почтения. Предатели заслуженно подлежат забвению потомков. Знать перешла на сторону врагов, из корыстных побуждений ассимилировалась с литовской и польской шляхтой. Остался южнорусский народ без своей элиты, и ждала его многовековая судьба холопов и прислуги. Запустили города, воцарилась польско-литовская власть. Этот период вообще уникален в новоукраинской историографии. Рассказать нечем, сплошные поражения и унижения. В истории именно только литовско-польской шляхты, нет ничего украинского. А ведь так хочется славной истории великих свершений. Нет ничего проще. Придумаем себе историю. Вместо Рюриковичей по воле мифотворцев появляется украинская династия Ольгердовичей. Покорители Южной Руси из ветви великих князей литовских Ольгерд, Владимир, Алелька и Симеон, правившие этими землями и враждовавшие из-за них же с поляками, объявляются почему-то освободителями и сторонниками становления украинской государственности. До какой же низости можно дойти, чтобы своих поработителей и угнетателей возвеличивать перед потомками? Только холопское сознание, осознающее же свою никчемность, способно создавать себе такую родословную. А дальше больше. Если открыть учебник истории, то можно узнать, что, оказывается, были и украинские князья. Ну, например, Чарторийский, это внук великого литовского князя Ольгерда. Збаражский, польский шляхтич, коронный конюший. Острожский, великий гетман литовский. Вишневецкий, польский князь королевских кровей. Вот так и пишется история Украины после Киевской Руси. После монгольского нашествия на Южной Руси нет ни русских, ни украинских князей и знати. Оскудела земля на громкие имена. За неимением своих выдающихся личностей и создаются мифы для оправдания никчемности и предательства южнорусской элиты. Только православная вера, низведенная до уровня хлопской, осталась в душах простого народа и священников, хранивших предания своих предков. Практически ничего не осталось от Киевской Руси на землях Приднепровья. Она ушла на север, во Владимир, в Москву, чтобы через 4 века вернуться и возродить славные традиции русичей. Мы их в гости не звали. Так о какой же преемственности современной Украины от древней Киевской Руси может идти речь, если вся культурная и духовная жизнь древнерусского государства переместилась в Северную Русь, которая и стала продолжательницей Киевской Руси?